Привет, это Технозон. Сегодня у нас обзор смарт-часов. Конечно, давно я не обозревал смарт-часы после Xiaomi Mi Band каких? Четвертых, по-моему. Да, четвертых Mi Band. И мне прислали на обзор вот такие вот часики. Они, казалось бы, на первый взгляд симпатичные. Они в такой вот коробочке, тоже достаточно симпатичной. Они мне что-то напоминают. Они мне напоминают Apple Watch достаточно сильно. И напоминают Apple Watch не только своим размером, своей формой, вообще с содержанием они очень далеки от Apple Watch, я вам сразу говорю, но они напоминают именно это все качеством исполнения. Качество исполнения очень высокое, мягкий пластиковый ремешок, но вот для меня стало интересно. Я посмотрел цену на эти часы, и цена колебалась в размере 24 или 25 долларов, там еще и с купоном, по-моему, еще дешевле. Что могут эти часы и почему я, допустим, должен заменить свои Gear S3, вот у меня до сих пор классики, я ими пользуюсь очень давно, и я их обожаю просто, они у меня, знаете, такие палочка-выручалочка во всех ситуациях, и в воде поплавать, и тонули много раз, я их доставал, они работают, но они водонепроницаемые. Что могут эти часы? Или что могут часы в принципе за 25 баксов? Давайте я вам скажу сразу, ни хрена хорошего они не умеют, вернее, у меня очень большие сомнения в точности того, что они умеют, но то, что заявляет производитель, в принципе, мы с вами обсудим, а потом попробуем. Попробуем мы очень сжато. Почему? Потому что у меня не хватает терпения тестировать очень дешевые часы. Они вроде бы и работают, вроде бы и функционал нормальный, но вот есть много недоработок, таких, знаете, слабое железо, то есть поэтому они немного тормозят, какой-то функционал выполняют, но программное обеспечение достаточно сырое, и ты не понимаешь, вроде бы ты сэкономил, вроде бы материал неплохой, а имеешь не то, что хотел бы. То есть если посмотреть на программное обеспечение тех же Gear S3 или даже того же Xiaomi Mi Band, который выполняет зачастую вот те же самые функции, то это намного интереснее. То, что у него есть нотификация того, что вам звонят, ну это такое, разговаривать вы через них не можете, я этого даже не показывал, поэтому я очень сжато это все дело показал. Короче, это обыкновенный Active Tracker, который сделан в формате часов. Меня очень сильно раздражает вот это моргание сзади датчика пульсометра, который отключить, кстати, нельзя. То есть настроек как таковых в часах нет. То есть есть начальный экран, здесь какая-то своя операционная система. Для того, чтобы включить, нужно постоянно листать. И вот для меня возникает вопрос, а не прогадал ли я, заплатив 25 баксов? Не знаю. Не знаю, в процессе вот советую дождаться резюме нашего канала, потому что все-таки заявленные функции типа измерения давления, кстати, они давление меряют достаточно точно, измерение пульса, плюс фазы сна, активный трекинг. Скажу вам сразу, не хватает режимов тренировок. То есть, если вы занимаетесь какими-то упражнениями, кроме бега и ходьбы, то эти часы абсолютно бесполезны. Что они будут трекать? Они трекают только лишь GPS, сколько вы пробежали, и шаги считают. При этом шаги считают достаточно некачественно в том плане, что они есть сложные срабатывания. Даже я сейчас вот размахиваю часами, он считает какие-то шаги. Плюс вот этот вот тормоз интерфейса, то есть мне для того, чтобы переключить на начальный экран, я не знаю, что мне нужно сделать. То есть, их нужно постоянно накрывать, и это раздражает. То есть у вас переключение экранов происходит только лишь через накрывание. Это все, что оно делает. Это все, что можно сделать в этих часах. То есть это просто накрывать эти часы, потому что другого они ничего не могут. То есть здесь нет тач-экрана для того, чтобы управлять тем, что там есть. Это они просто отображают то, что делают. Вы можете некоторые функции, конечно, активировать в самом приложении, но приложение очень скудное. В принципе, прошу не судить строго за обзор. Почему? Потому что нам главное посмотреть, распаковать и посмотреть, что вообще за 25 баксов мы можем получить. Ссылка на часы лежит в описании под видео. Решать только вам, что покупать. Эти часы, либо часы подороже. Но я вам могу сказать сразу, не дожидаясь резюме, что я бы предпочел, например, Mi Band 3, Mi Band 4 за цену дешевле, чем эти часы, чем вот правильно эти часы.
Хотя каждому свое, знаете, как говорится, кесарю кесарева. Но советую вам нажать подписаться, колокольчик, чтобы не пропустить все наши обзоры, дальнейшие настройки, модификации. Ну а также советую вам участвовать в наших акциях, ссылка на которую лежит сейчас в описании под видео на текущую акцию. Ну и там же лежит наша ссылка на второй канал, вернее ссылка на наш второй канал, вот так вот будет правильнее. Ну и сейчас я говорю вам Халбанг, ребята, это же Бабульгум, поехали. Вот такие вот часики. Написано IPS Smart Watch. Сзади у нас есть модель номер NY07. Функции синхронизация данных в приложение. Что у нас еще есть? iOS 8.2, Android 4.4, Time Display, Sleep Counting, Calorie, Sleep Test. Короче, подсчет калорий, вернее, Step Counting, вернее, не Sleep Counting, а подсчетчик шагов и Heart Rate Detection. Это измеритель пульса. Теперь у нас есть часы. Что у нас там еще есть? Напоминания, Call Reminder, Message Reminder, то есть здесь есть звуковые уведомления и визуальное уведомление ваших приходящих звонков и смс. Попробуем открыть, цвет черный, кстати, указан. Попробуем открыть, потому что меня, конечно, смущают вот эти флеш 512 килобайт плюс 16 килобайт. Я вообще ничего не понял. И в скобочках 16 мегабайт. 240 на 240, 1,4 дюйма экран, RGB. Давайте вскроем. Та-дам! Ох, что-то они мне напоминают. А напоминают они мне Apple Watch, кстати. Давайте их откроем. Ох, они неплохо упакованы. Кстати, здесь неплохая упаковка. Давайте для начала часы рассмотрим. У нас мягкий силиконовый чехол, необычная застежка с двумя металлическими такими штуками. Застегивается таким образом. То есть заводится и застегивается. Не знаю, насколько велика сама по себе застежка, велик сам по себе ремешок. Да, достаточно, в принципе, даже на мою руку. У меня достаточно большая рука в обхвате. Самому это застегивать неудобно. Я вам говорю сразу. То есть мы застегнули, заправили с вами ремень, и вот так вот они сидят. Сидят они вот так вот на руке. Это выглядит неплохо, но мы их пока не будем держать на руке, потом оденем. Сейчас мы с вами снимем. Оу, слушайте, они заряженные. Это, наверное, наши администраторы и контент-креаторы зарядили их. Слушайте, а дальше что? Ну, сняли мы экран. Ага, вот у нас появился экран. Перелистываются, у нас здесь вот есть шаги, килокалории. Что еще есть? Как этим пользоваться? Давайте посмотрим. Так, теперь у нас есть детектор пульса, есть... Слушайте, а что здесь, давление можно мерить? Интересно. Давайте посмотрим, что еще есть. Сон. Короче, давайте мы сейчас, наверное, выключим очень тусклый экранчик. Здесь много всего есть, в принципе. Но достаточно тусклый экран. Сейчас попробуем найти какие-то настройки. Экран в одной настройке яркости. Блин, ни хрена вообще не видно на самом деле. Что с этим делать, как этим пользоваться, пока непонятно. Ладно, разберемся. Посмотрим. У нас есть кабель зарядки. Часы водонепроницаемые, как они заявляют. Кабель зарядочки у нас коннектится вот таким вот образом, то есть он магнитный, кстати, магнитный, да. На магнитах приконнектили, воткнули в любую зарядку USB, они будут заряжаться. Хорошо, кабель сделан нормально. Что у нас есть еще? У нас есть защитная пленочка на экран. Нафига она нужна, непонятно. И есть у нас user guide, это руководство пользователя, тоже интересная тема, для чего оно надо и что здесь вообще расписано. Ага, здесь нарисованы экраны, какие есть, и есть у нас еще и приложение. Давайте сразу установим приложение, потом уже приглушим свет и будем с вами понимать, что мы имеем. Но достаточно тусклое при освещении при нашем студийном освещении. Это очень тусклый экран, скажу сразу. Приложение загружается, я так понял, не из маркета. Да, не из маркета загружается приложение. Ну ладно, попробуем. Это минус. Скажу вам сразу, это минус, потому что я не могу доверять приложению, которого нет в маркете. Хотя мы сейчас проверим. Сейчас мы его установим и посмотрим его в маркете H-Band, этот самый. Приложение установлено, пока не открываем. Давайте проверим в маркете H-Band. Все-таки
Блин, не знаю, мне как бы не нравится мне, когда приложение не из маркета. Давайте H-Band поищем. H-Band. О, не, есть он в маркете, это хорошо, все. Я успокоился, я спокоен. Что ж, попробуем подключить их, оденем на, не знаю, не будем одевать. Приглушим сейчас свет, для того, чтобы было достаточно хорошо видно. Оставим только естественное освещение. Для чего? Для того, чтобы было все-таки видно, насколько хорошо его видно, этот экран, вернее, насколько хорошая яркость или нет. Яркость, я вам скажу, страдает. Страдает, что нам с ним нужно сделать? Нам нужно для начала его, скорее всего, сопрячь. Не будем мы пользоваться никакой инструкцией. Думаю, в смарт-часах за пару баксов мы с вами разберемся. Приложение требует. А что у нас приложение требует? Для получения информации или остановки что-то оно требует. Ладно, пока не трогаем. Оно требует какой-то регистрации. У нас нет аккаунта. Подтвердите, что уже тщательно, да, прочитали политику. Настройки цвета кожи. Это-то зачем? Ну ладно, будем думать, что я такой. Теперь у нас настройка даты рождения. Сейчас все спалят мою дату рождения. Переходим. Рост у меня 1,76 м. Вес, допустим, укажем 90, хотя я, конечно, промолчу про свой вес. Ну ладно, поехали дальше. Шаги. Это цель. 22 тысячи шагов. Да вы охренели. Ну ладно, 22 тысячи оставим. Требует кучу разрешений. Разрешить. Все, мы с вами все разрешили. Нажмите для подключения. Нажимаем для подключения устройства. И что? И мы с вами должны, наверное, еще и включить Bluetooth, как минимум. Давайте включим Bluetooth. Слушайте, подключение устройства помощь. Что мы имеем? А мы имеем с вами ничего. Отлично. Хорошо, давайте с вами попробуем в Bluetooth его найти. A171, Mi Phone. Как это подключать? О, NY07. Вроде бы есть. Да, во время сопряжения, что у нас там произошло или не произошло? Появился он? Давайте попробуем еще раз. Во время сопряжения произошла ошибка. Почему? То есть сопрячь нам их не удается, да? Вообще отлично. Справка. Блин, ну что за дела? Давайте читать инструкцию, что они там нам предлагают. Фух, появилось оно в приложении. Стоп. Инструкция нам, наверное, не нужна пока. Давайте попробуем подключить через приложение. Потому что через интерфейс Bluetooth оно не подключается. Скорее всего, оно имеет... привязать, да. Скорее всего, оно какую-то проходит аутентификацию, которая зашита в само приложение. Ждем. Вроде бы подключила. NI07, еще и видно, что у нас там с вами зашито. Слушайте, вообще, честно вам скажу, вот не люблю я дешевые часы для того, чтобы они работали корректно. Здесь очень слабое железо. Слабый экран. Ну, попробуем, насколько они, возможно, используют нормально, выполняют нормально свой функционал, например, там, измеряют пульс, шаги, насколько это все хорошо или плохо, не знаю, насколько они вообще стоят своих денег. Давайте попробуем с вами измерить пульс, это то, что вот меня интересует. Heart rate, beat monitor. Что-то измеряет сейчас. Я не знаю, видно вам это или нет, но это очень тускло. И тускло настолько, что он меряет? Он что-то меряет? О, все, 61, мой пульс, 63, 64, он его показывает постоянно, что ли? 67, ну короче, давайте, как он давление меряет? Вот это мне интересно. Насколько, я знаю все, конечно, технологии измерения давления, когда-то интересовался, но измеряет ли он здесь давление, непонятно. И что он делает? Пульс, нет данных. Как их загрузить данные, как синхронизировать данные? 109/73. Охренеть, он что-то еще и измеряет. Ну, в принципе, он недалек от истины, у меня действительно достаточно хорошее давление. Вот эта функция, кстати, понравилась мне. Так, мы можем тему поменять, а здесь тема одна. И другие платформы в Иран. Слушайте, ну вообще какой-то мега-минимализм. То есть я не знаю, что в них есть. Здесь нет нормального, скажем так, интерфейса. Как его синхронизировать? Вот объясните мне, пожалуйста. Давайте сейчас. Измеряем на смартфоне пульс. Слушайте, интересная штука. Ага, надень устройство правильно. Вообще отлично.
Что нужно? Я вот честно, я теряюсь. Если у меня есть Gear S3, то там все понятно. Здесь я не понимаю, то есть я нажимаю, ага, загорелось. Они загораются с протормаживанием. Как это все переключать? Ну, давайте попробуем нажать еще раз, тестирование. Вот мы вроде бы сейчас подключены, рядом часы лежат. Попробуем помолчать. Наденьте часы правильно. Что значит правильно? О, 60, 62. Слушайте, ну сейчас он правильно показывает. 67, давай показывай, 69, 70. Ну, вот где-то 72 должен быть средний пульс до 76. Нормальный. Все, мне выдали нормальный. Короче, пульс он измеряет. Это хорошо. Артериальное давление. Что здесь нужно сделать? Слушайте, какой-то, ну я не знаю, ну для меня это какой-то кошмар, если честно. Почему? Потому что я не понимаю, что он делает. Куда ты выключился? Как его включать? 9.56. Сейчас 9.56, 9.56. Он синхронизировался очень быстро. Нет настроек. Это просто для меня, то есть в стороны не листается. Листается только вниз, перелистываются странички, все это происходит тормознуто. Короче, он измеряет пульс, он измеряет давление. Насколько он его измеряет правильно, не скажу, потому что я, ну, честно говоря, не понимаю, как он его измеряет. Есть, скорее всего, какие-то свои методики. 118 на 79, ну, 120 на 80, ну, в принципе, правильно. Здесь оно не синхронизируется. Тоже менеджер модулей. Можно модули. Модулей всего лишь спорт, сон. Ребят, супер минимализм. И что спорт, что просто шаги считает. Короче, мне даже трудно вообще рассказать про эти часы что-то. Есть бег. Можно только включить бег и все. То есть вы нажимаете бег, нажимаете старт, стоп, побежали, допустим, да, GPS слабые, упражнения на улице, побежали, потом будет карта и будут средние показатели того, сколько вы пробежали. Не знаю, насколько это подходит для простых пользователей, для спортсменов может быть. Движение браслета, количество калорий в месяц. Слушайте, ну у меня как бы противоречиво. За такие деньги я мог бы найти что-нибудь, наверное, получше. Хотя качество корпуса достаточно крутое, в том плане, что качество исполнения корпуса действительно неплохо. Очень тусклый экран, крайне тусклый, он немного тормознутый в переключениях, он измеряет давление. Не знаю каким образом, но измеряет правильно. Есть у нас качество сна, глубокий сон, быстрый сон. Блин, почему он постоянно отключается? Я же произвожу какие-то действия на смартфоне. Давайте попробуем его потрясти, он будет считать это как шаги или нет на ложное срабатывание. Включись, чудо, включись, 20 шагов, не знаю, 29. Давайте еще потрясем. То есть мы бежим. Если будем вот так вот раскачивать. Обычно так срабатывает акселерометр абсолютно у всех устройств. То есть мы должны с вами... Да, 36, он считает. То есть здесь есть сложные срабатывания. Поэтому рассчитывать на то, что здесь будет адекватный шагомер, нельзя. То есть вы будете сидеть, двигать рукой, и шагомер будет срабатывать. Поэтому я не знаю, решайте сами, я готов пройти прорезюмировать, но такие часы, то есть мне не хватает терпения даже их обозревать, потому что рассматривать абсолютно нечего. Знаете, достаточно резко прервал обзор, потому что, не хочу я больше проверять ни нотификацию, ничего, то есть отвечать на часах вы не сможете, то есть фактически вы можете видеть, что вам звонили, либо отвечать, либо прочитать сообщение нормально тоже не сможете. Сильно большое сомнение насчет точности измерения этих часов, то есть особенно насчет измерения давления. Не потянет оно измерение давления, вот даже рабочее давление, потому что те методы, которые оно использует, это такие, знаете, визуальные методы, и они достаточно крайне неточны. Поэтому мнение команды Технозон, что за $25 можно найти варианты лучше. Ссылки мы разместим в описании под видео на варианты получше именно за эти деньги. Но в принципе и эти часы имеют право быть, несмотря на то, что они достаточно тусклые. Этим, кстати, страдал Xiaomi Mi Band 3. Они достаточно тусклые, они немного тормознутые и плюс сыроватое ПО. Но я надеюсь, что ПО допилят, хотя за $25, да, в принципе, сейчас это уже и не
деньги, по сути. Но мы не можем рекомендовать однозначно вам часы за $25, и конечное решение мы оставляем за нашими телезрителями. Ну, а если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребята.